Добрый день, дорогие братья и сестры, мир вам во Христе. Я рад всех приветствовать на нашем канале «Спаси и сохрани», и я рад видеть снова в гостях Ольгу Николаевну Четверикову. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день, Евгений. И хотел бы я сегодня начать с того, что сегодня Россия стоит на пороге новой эпохи. Нам обещают удобство, безопасность, прогресс. Нам говорят, что цифровизация – это шаг вперед, это путь в будущее. Но все чаще люди чувствуют не радость, а тревогу. Все вокруг становится умным: города, машины, деньги, школы и даже люди. И мы живем в мире, где технологии проникают в самые интимные сферы, в сознание, в семью, в веру. И многие спрашивают себя, где грань между развитием и порабощением? Что происходит с нашим обществом? Почему цифровизация подается как благо, но ощущается как ловушка? И сегодня мы попытаемся понять это вместе с человеком, который уже много лет предупреждает: за технологическим прогрессом может стоять духовная подмена. У нас в гостях историк, публицист, религовед, общественный деятель Ольга Николаевна Четверикова. И этот разговор не только о технологиях, но и, подчеркиваю, о душе. О душе почему? Потому что у нас православный канал, поэтому это для нас это в первую очередь важно. Мы поговорим и о душе, и о вере, и о совести, и, конечно, поговорим о свободе, как величайшим даром, который дал нам Господь. И о том, как сохранить человека в мире, где все превращается в цифру. Так вот, у меня вопрос, Ольга Николаевна. Кто сегодня управляет человеком? Он сам или алгоритм, например, как искусственный интеллект? И кажется, что технологии просто упрощают жизнь, что они для нашего удобства, но все чаще решения за нас принимают алгоритмы. Дело в том, Евгений, что если человек отдает свою волю другому, то тогда, конечно, им управляет внешний субъект. Вот. А если он живет в соответствии со своей волей, данной ему Господом, да, свободу воли ему дал Мгм. Господь, чтобы он сам выбирал, что с ней делать, тогда, конечно, тогда этой проблемы не встает, кто тобой управляет. Это можно было бы говорить где-то в 2016 году, когда началась у нас активная цифровизация, когда стала создаваться так называемая цифровая экономика. Но по прошествии уже почти 10 лет результаты цифровизации совершенно очевидны. Да, это все видно невооруженным глазом. И поэтому, если у человека есть разум, если он сохранит способность мыслить и думать, то у него такие вопросы не будут, потому что, еще раз хочу сказать, сейчас уже как бы все воочию мы можем увидеть. Ну, самое последнее событие, наверное, вы в курсе, что произошло в Южной Корее, да, в конце сентября. Эту новость как-то не очень распространяли. Расскажите, пожалуйста, что А произошло? там произошел пожар в крупнейшем дата-центре, где сохранены данные на всех представителей системы управления, по-моему, там 740 тысяч этих чиновников. Все это исчезло, все полетело, все сгорело. И вся система управления Южной Кореи на время вышла из строя. Мгм. Вот. Очень показательно. Это впервые такое произошло. Да, там была утечка, да, были какие-то инциденты, но это, конечно, крупнейшая такая авария. И это очень хороший показатель, потому что, хотя они там и говорили, что это произошло из-за того, что возгорелись эти батареи, когда их переносили с одного места в другое, они вдруг возгорелись. Мгм. Вполне возможно, что это не некая случайность, да, не происшествие, а что-то другое, более серьезное. Дальше каждый день нам сообщают о том, какие утечки происходят, да, больших данных из серьезных структур. Вот. Нам все это приучает к тому, что это нормально, что ваши данные все время уходят в сеть, и что они становятся объектом пользования неизвестных вам структур, причем серьезных структур, не просто каких-то отдельных личностей, отдельных структур. Мгм. Вот. И далее мы видим, что вся эта цифровизация ведет к тому, что исчезает непосредственно живое человеческое общение, живое знание, да, человеческое знание. Все формализуется, в итоге это приводит к тому, что такие ключевые сферы, как медицина, социальное, жилищно-коммунальное хозяйство, все это, да, оно фактически отдается на откуп программ, которые совершенно не способны, естественно, общаться с человеком, потому что программа есть программа. Поэтому само понятие, это еще раз мы это говорили, искусственный интеллект, оно в корне неправильно, потому что интеллект, он может быть только у человека.
это принадлежность человека, так же как рука, нога, не может быть, да, искусственная нога. Если искусственная нога, то это означает, что у человека вместо его руки живой вставлен протез. Поэтому, когда говорит искусственный интеллект, то это предполагает, что вместо интеллекта человеческого ему вставлен синтетический искусственный интеллект. Вот о чем дело, да, то есть не мозг ваш, а протез вашего мозга. Ну и совершенно закономерно, что если искусственный интеллект, вот, значит, человек уже перестает, теряет возможность мыслить и думать. Но это совершенно понятно. Хотя бы вот эти вот понятия правильно воспринимать, да, и правильно их понимать, эти понятия, извиняюсь, да, или эти термины. Поэтому если вы применяете искусственный интеллект, то это надо же к нему относиться так же, как к искусственной ноге, к искусственной руке. А дальше вы спрашиваете, при наличии живой руки вам нужен протез руки? При наличии живой ноги вам нужен протез ноги? Почему при наличии вашего интеллекта вам дают искусственный интеллект, фактически лишая вас возможности мыслить? Вот о чем идет речь. То есть, в первую очередь, нужна точность понятий. Когда мы эти понятия воспринимаем так, то все у нас предстает совершенно в другом свете. То есть человека заменяют, да, и лишают его возможности думать и мыслить. Поэтому неудивительно, что сегодня люди не могут проводить простые операции, если у них нет гаджета. Мыслительные операции. Вот, поэтому мы видим, что и система образования – это ключевая сфера, это не просто социальная сфера, да, сфера социальной политики. Это способ, это метод, это основная форма формирования человека, его развития, образования. Мы образовываемся в течение всей нашей жизни. И когда вместо образования, мы вам говорили, создается система психоцифрового отбора детей, селекции детей, а теперь уже открытой сортировки детей, то есть по сортам, да, по стратам, то о чем можно дальше говорить, как можно оценить этот процесс? И делается все, естественно, благодаря вот этим программам, благодаря компьютерам, благодаря тому, что появились технические возможности для создания цифрового профиля обучающегося, который заменяет все, заменяет оценки знаний, вот, заменяет все характеристики и фактически превращается в механизм, инструмент оценки личности ребенка. Вот, и дальше его направляют по нужному профилю, по нужному представителям бизнеса. Поэтому, поскольку сейчас основная система формирования вот этого профиля так называемой ориентации, это отходит к сфере дополнительного образования, а сфера дополнительного образования сейчас переходит полностью в руки бизнеса в соответствии со стратегией агентства стратегических инициатив, да, профессиональная ориентация, в которой они откровенно пишут, что мы уже не профессии должны давать, а мы должны давать компетенции. Вот, то мы понимаем, к чему все идет. Вот действительно бизнес благодаря цифровым технологиям создает возможность формировать служебный. Какое образование не нужно. И это все, понимаете, только если ты хочешь, можешь все это понять, и ты не будешь это принимать. Вот о чем идет речь. Потому говорили, что вот концепция концлагеря, она не совсем правильная, потому что создается концлагерь силы, куда все загоняют силы, да, или ставят тебя в безвыходное положение. А это другое, это создается цифровая зона, параллельно с зоной реальной вашей жизни. И в эту зону с помощью них вас туда загоняют, с вашего добровольного согласия. Везде и всюду вы видите добровольно пишите, примите. Люди соглашаются, потом они кого-то ругают. От вас все зависит, примете вы это или нет, захотите вы войти в эту зону или нет. Если вы людей не захотите бы в эту зону, не расширяться, эта зона бы не могла существовать. Что пока еще существуют те законы, которые позволяют вам это делать, пока. Но когда уже большая часть в эту зону войдет сама по добровольной своей воле, да, по своей доброй воле, извините, вот, и тогда уже все будет делаться по-другому. Пока так. Вот, а пока, да, они прекрасно понимают, что люди начинают видеть и осознавать вот эти негативные последствия. Они запускают всякие представители IT, таких ведущих специалистов, экспертов, которые нам говорят об опасности искусственного интеллекта, об этом все говорят чаще и чаще, да, возмущаются, говорят иногда даже о преступном характере. Что говорить, когда это и так очевидно? Это делается специально, чтобы замыливать тему. Да, чтобы, да, но видите, этим же занимаются, этим будет, борьба идет, так что будут принимать меры, будут это все ограничивать. Ничего не будут ограничивать, пока вы сами это все принимаете.
Мгм. Вот так я могла бы вот эту вот всю ситуацию описать. Мгм. А у меня вопрос, вот инцидент, который произошел в Корее, как правильно я понял, да? Услышал, в Южной Корее или Да, в Северной? Южной Корее, да. Южной. Вот этот Даже она самая продвинутая в этой сфере. Мгм. И этот инцидент, он имел дело с тем, что произошел пожар, и многие, конечно, были люди, как сказать, в недоумении, что дальше, что быть. Так вот, как вы сказали такую фразу, что это имело какие-то глубинные причины. Вот на ваш взгляд, хорошо, вот для того, чтобы создать базу искусственного интеллекта, нужно построить, например, электростанции, да, побольше понимание, если они будут строиться все больше и больше, это потребление энергии, соответственно, больше и больше будет. А это основная проблема сегодня. Это основная проблема нехватка электроэнергии. Вот. Но мы должны тоже понимать такую простую вещь, что чем больше будет этих центров, э, тем больше будет электромагнитного излучения, Вот. и природа просто не выдержит. Вот Мгм. о чем идет речь. У нас были какие-то несколько исследований, они их не очень любят распространять, они очень малочисленны. О том, что вот сейчас много говорят об экологии, о природе, о защите природы, да, и ругают вот эту всю промышленность, сельское хозяйство, там, несчастных этих бедных коров, и кого только не ругают, и человека, конечно. Вот. Но самое главное, это загрязнение идет именно от электромагнитного излучения. И они Мгм. рано или поздно вынуждены будут это признать. Естественно, потому что тут уже без границ, тут нет каких-то ни нравственных, ни ограничений. Понимаете, когда человек одержим, цифровизация ее делают одержимые люди одержимые, да, фактически фанаты или сектанты, то есть люди с тоталитарным мышлением, вот, то любая страсть, она лишает разума. И о Мгм. последствиях они думать не хотят. Мгм. А последствия будут, и они очень скоро проявятся. И пока это первая ласточка, а дальше будет больше, потому что Мгм. все живое умирает. А Оно вот, не выдерживает. Вот это очень хорошо у нас в Москве. Я говорила уже, да, Евгений, что мы в июне, 22 июня провели конференцию «Великое наследие», посвященная как раз защите природы и защите культурного наследия. То есть все вместе объединили. Там были представители сферы природоохраны, не экология, потому что экология это уже понятие, его политизировали, да, экологизм, экология, вот, зеленая повестка, а именно защитники природы, природоохранной деятельности, деятельность направленная на защиту культурного наследия. Мы все это объединили в одно целое, назвали «Великое наследие». Выступало 70 человек, ученых, которые рассказывали как раз о проблемах Москвы. Мы в качестве первого темы выбрали Москва и московский регион, потому что здесь обкатываются все эти вот схемы, все эти модели. Ну вот и констатировали, что, конечно, вот эта так называемая строительная сфера, бизнес, ну это я мягко сказала, строительный бизнес, на самом деле это не просто бизнес, да, это крупнейшие корпорации, уже даже такой конгломерат, вот, который защищает фактически все, потому что это одна из самых коррумпированных сфер, да, самых наиболее развиваемых, в отличие от других отраслей сфер экономических или от промышленности, обрабатывающей, например, автомобилестроение, машиностроение, станкостроение, самолетостроение. Мы видим, в какое-то все состояние сейчас, да? Вот. А этой сферы нет, она процветает. Она процветает, причем на наши деньги. Вот. И она плюс ко всему еще самая коррумпированная. И поскольку вот это такой монстр, который не может остановиться, он все время должен расширяться, 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 для него нет никаких границ. Вот. Поэтому они разработали концепцию комплексной застройки территории, подвинули реновации. Вот. Они уничтожают целые кварталы, природу, сады, парки. Вот сейчас у нас идет борьба за национальный парк Лосиный остров, мгм. потому что, еще раз говорю, здесь нет. И культуру, потому что, причем не только то, что действительно устарело, там вот эти хрущевки, как они говорят, а уже и сталинские дома, и советский неоконструктивизм, потому что они тоже мешают, они никак не вписываются в их вот эти вот проекты. И строятся вот эти 50-этажные дома, похожие на тюрьмы, причем неважно, синенькие они там, коричневый вид у них у всех один, да. Вот. И дальше самое интересное, что получается. Понимаете, что это тоже фактически строительный бизнес, его надо как бы нам правильно оценить сейчас его рольность. Он фактически создает материальную основу для этого нового виртуального цифрового мира.
Потому что он создает, строит не просто дома, а есть соответствующая концепция умного города 2035, о котором мы говорили, в том числе Шнуренко об этом тоже рассказывал, когда только началась так называемая пандемия. Что вот мы посмотрели, большая часть законов, которая позволила строительному бизнесу фактически снять нужные и ненужные, опасные для него ограничения, это все принималось как раз в период так называемой пандемии, когда люди сидели по квартирам, вот, не проводилось никаких слушаний, все процедуры принятия закона были нарушены, и они под это дело приняли вот эти новые положения, в том числе там, сказать, инновации, эти комплексные застройки. И что получилось? Что они создают основу для реализации вот этой стратегии «Умный город», 15-минутный город или цифровой город. И человек фактически будет частью вот этой цифровой системы. Да? Все будет под контролем, все твое поведение будет в соответствии с машинными алгоритмами. Вот, поэтому ни личной, ни так сказать, частной как бы жизни, той, которая была в традиционном обществе, ее не должно быть. Отсюда и ликвидация личного транспорта, да, отсюда и вот это расширение, создание целых, так сказать, комбинатов образовательных, где ребенок будет фактически частью тоже вот этой цифровой системы. То же самое в системе образования, да, цифровизация медицины, цифровой профиль пациента, цифровой профиль обучающегося, дальше цифровой паспорт и все прочее. Это все подсунуло. Поэтому строительный бизнес, он фактически превратился в главный двигатель, как бы, да, вот этой материальной основы вот для этого цифрового мира. Вот. Я думаю, что в этом плане надо переосмыслить его роль, правильно оценить и вот выявлять сейчас, выводить наружу, так сказать, всю вот эту как бы подноготную. Потому что последние законы по природоохране, по зоне охраны природной территории, вот, они все направлены на то, чтобы действительно развязать бизнесу строительному руки. Вот, и все это делается, конечно, вот в унии с властями московскими, еще раз говорю, потому что и Московской области, потому что они обхватывают эту модель для всех регионов России. Опять, Москва умный город – это стратегия или концепция, которая была как раз опубликована вот незадолго до так называемой пандемии. Вот. Потом, если помните, была даже целая передача Игоря Шнуренко ей посвященная, потому что уже подробно там рассматривается этот документ. И самое интересное, что в начале этого документа в двери как бы говорится о том, что главными советниками или аналитиками, консультантами этого явились крупнейшие трансгуманисты, среди которых и Курцвелл, и другие. То есть открытым текстом, да, это трансгуманистическая программа полной тотальной перестройки. Ну а с учетом того, что господин Собянин у нас товарищ откровенный, вот, то недавно, выступая на награждение молодых архитекторов, вот тех самых так называемых архитекторов, которые все это создают, а это нельзя назвать архитектурой, да, простите, поставить вот эту, вот, так сказать, трубу, назвав ее жилым домом и раскрасив какие-то там цвета, как я сказала, коричневенький, синенький, вот, или серенький, в основном серый сейчас, да, серый-коричневый, это у них основной стандарт, поэтому вся Москва, так сказать, превратилась, знаете, в такую вот, когда издали смотришь, знаете, такое ощущение, что это одна большая какая-то фабрика или завод, потому что видны только вот эти трубы, серые, коричневые, страшные, особенно вечером, да, ночью, когда они все это под ключ идет. Причем меняется все в течение месяца, да, в течение месяца строится вот где-то, вот, да, вот защищается территория, строится вот это вот доля. И когда вот он их награждал вот за эти вот шедевры, вот он сказал такую вещь, что вот это европейские города, это, да, они вот развиваются постепенно, медленно, так сказать, в соответствии с традициями, вот. Но это не случай Москвы. Москва должна превратиться в совершенно другой город, она должна превратиться в совершенно другую Москву. Каждые 10 лет Москва обновляется на 25%. Вот. Так что еще там завершил тем, что мы не европейские города, да, где все сохраняется, весь традиционный культура. Представьте себе Париж зачищенный, да, вместо которого стоят вот эти вот 50-этажные трубы. Вот в это теперь превращают Москву. Поэтому Москва, как много в этом звуке, да, это уже не про нашу Москву. И это, конечно, трагедия, это больно на это все смотреть, потому что мы прекрасно понимаем, что если это не остановить, то от Москвы реально ничего не останется, потому что через 40 лет, да, должен быть совершенно другой город.
Вот, но вот что хорошо было на этой нашей конференции «Великое наследие», что там была принята резолюция очень серьезная, фактически как программа «Минимум», Мгм. в которой как раз была поставлена задача остановить этот процесс и перейти к проработке другой концепции. Вот. Причем интересно, у нас говорили там и о статусе Москвы, как столицы Российской Федерации, да, то есть получается, что власти Москвы настолько тут себя почувствовали хозяином, что они уже забыли, что это все, что находится в Москве, это достояние всей России, это все граждане России, а не только те, кто здесь живет. Но самое интересное, когда я прочитала закон о статусе Москвы, а его очень сильно изменили как раз именно, опять же, в период так называемой пандемии, то там говорится о чем угодно, о реновации, да, там говорится о комплексной застройке, там говорится о правах граждан, строителей, да, застройщиков и прочее, но там нигде не говорится о правах москвичей. Понимаете, какая вещь? То есть Мгм. москвичи стали заложниками всего этого Ясно. процесса. Вот. И фактически Москва используется федеральными органами, да, как вот обкатка модель вот этой новой концепции вообще региональной, да, концепции мегаполисов, а Москва крупнейший мегаполис, да, это супермегаполис. Вот, поэтому сюда должны быть стянуты как можно больше людей, причем за счет обезлюдивания, да, и за счет деградации других регионов. Ну, Собянин это все сам рассказывал. Ну вот, а дальше, так сказать, большая эта агломерация она должна состоять вот из этих вот населенных районов, которые, в свою очередь, единицами, которые будут 15-минутные города. Вот такой замысел. И они сейчас это уже воплощают в жизнь с такой скоростью, что кажется, что это невозможно физически осуществить, но это делается. Хотя у них уже появляются финансовые проблемы, и уже вот вышла информация, что это больше 45% тех квартир, которые построены, они не куплены, вот, и что будет дальше неизвестно. Ну, поэтому надо, так сказать, да, выжимать из народа последние соки, чтобы обеспечивать вот эти вот средства. Поэтому вот именно Собянин там предложил брать, отказаться, да, от МС, отказать людям, так называемым неработающим. А кто такие неработающие? Это категория очень неопределенная. Вот. Туда, Мгм. кстати, попадают и неработающие матери, например, да, Мгм. только что родившие детей. Вот. Ну, очень много всего, но еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти контуры того, что они себе мыслили под цифровой обществом, под цифровой информацией, они уже фактически выстроены, они просто вырисовываются, да, как мы говорили раньше. Сейчас они уже фактически, эти контуры, они четко прорисованы, они уже четко, эти все очертания видны. Поэтому я призываю только осознавать людям, что происходит, чтобы не допустить, чтобы этот процесс действительно закончился своей победой. Потому что вот в этом люди граждан уже не будут. Там будут просто служебные люди. Служебные Кстати, люди. вообще само слово «гражданин», гражданская позиция, обратите внимание, они у нас вообще куда-то пропали. Да? Мгм. Мгм. Потому что 30 лет из наших людей делали потребители, из них сделали потребители, но потребитель, мещанин и гражданин – эти понятия несовместимы. Помните еще, Пушкин говорил, Мгм. поэтому можешь ты не быть, но гражданина быть обязан. Вот. А сегодня фактически это понятие гражданин, гражданской позиции, гражданственность. Все, она исчезла. Ну, вот. И судьи делают, доделывают, вернее, да, с невероятной скоростью вот этих вот искусственных потребителей. А, э, Почему и говорят, что цифровой профиль заменит человека, потому что человек все приобретает теперь через интернет, да, через сеть, поэтому действительно главную роль играет его цифровой профиль, а не он. И все, что нужно, переходит именно к этому цифровому профилю. Мгм. А Мгм. человек уже, так сказать, становится как бы жалкой тенью своего цифрового профиля. Мгм. Вот такие дела. Интересно то, что вначале все, как это все развивалось, да, то есть умные вот эти гаджеты, телефоны, да, там Wi-Fi, потом уже умные дома, ну, то есть умные дома действительно есть, теперь умные города. И вот чтобы сделать из них конечный счет, да, служебных людей, вы сказали, Ольга Николаевна. То есть основная цель – это сделать служебного человека. А служебный человек – это потребитель, который что? В конечном счете э, будет слушаться, наверное, те же приказы, что будут говорить
в этом городе, правильно я понимаю? То есть, ну, бездушным Ну, его понимаете, сделать все очень интеллигентным. просто, да, Дмитрий, все очень просто. То есть человек, Да. его, Мгм. его перестраивают по машинному алгоритму, чтобы он мыслил как машинный алгоритм, чтобы он общался не с человеком, чтобы он слушал приказы, которые даются программе, которая М. заложена в машину. Все очень просто. Это очень простая вещь. То есть человек превращается в приложение. Вот все эти слова «умный город», интеллект, говорю, это все замена специальная, потому что нет никакого искусственного интеллекта, есть подчиняться этой программе. Да, вот, ну, сейчас с этим уже сталкиваются все жалуются, что они куда-то звонят, там, чтобы решить свои проблемы. Там, естественно, им отвечает программа, да, робот так называемый. И они начинают общаться с роботом, а робот – это записанная программа, на которой нужно да, нет, все, правильно? Мгм. Вот, либо какие-то ключевые слова. Вот. Естественно, пообщаться люди уже не могут, решить свою проблему нормально они уже не могут, они начинают жаловаться, вот, ну как вот тут такой отвечает балбес, да не балбес, вы должны понять, что вы сейчас имеете дело с машиной, жаловаться на машину бесполезно. Мгм. Либо вы будете общаться с человеком, либо вы общаетесь с машиной. Очень смешно, у меня там в телефоне, он простой у меня мобильный телефон, там почему-то, когда мне звонят, и я не беру трубку, отвечает какой-то автоответчик, почему очень сложно и долго. Я несколько раз ходила, просила эту проблему убрать, но ее почему-то не могут убрать, у нас ее нет. Я говорю, а кто тогда поставил, никто не знает. Но не в этом дело. Просто когда мне звонят, начинаю жаловаться, то, Оля, у тебя там такой секретарь, он задает такие глупые вопросы, то я говорю, а зачем вы слушаете? Зачем? Что вы возмущаетесь? Если вы видите, что так называемый, вешайте трубку, все, значит, это не я. Да, то есть я не могу ее сейчас взять. А люди уже привыкают к тому, что машина – это как бы вот живой субъект, с которым надо общаться. Вот что самое страшное, что действительно реально весь этот технологический машинный мир, он начинает восприниматься как нечто живое. Причем сами люди так воспринимают. Мгм. Хотя все, говорю, еще раз подчеркиваю, все очевидно уже. Вот, что идет замена, да, замещение самого человека. Ну, в соответствии вот с программой, которую мы много раз обсуждали уже, да, биоцифровой конвергенции, которая исходит из того, что нет разницы между живыми и неживыми объектами, живыми субъектами и неживыми объектами. Вот, что стирается эта грань, и поэтому человек постепенно превращается в машину, а машина, так сказать, она приобретает вот эти черты человеческие. И Мгм. сейчас нам теперь начинают очень смешно рекламировать роботов. Вот недавно один депутат перевел, значит, вот эту машину, робота, да, ну, фактически программа в виде робота. Вот, и начинает писать, говорит, мой помощник. Представляете? Дальше периодически закупают, запускают на выставках и прочее, демонстрируя возможности человека. Но на самом деле о чем идет речь? Речь идет о том, что идет унижение человека, человеческой личности. Мгм. Потому что когда вот эту программу выдают за человека, вот, и начинают с ним общаться как за человеком, то это уже, конечно, запредельные вещи, просто запредельные. Хотя, знаете, когда я вот посмотрела, увидела первый раз, как на Петербургском экономическом форуме демонстрировали робота, человекоподобного, вот то, что это было, мне как-то, знаешь, я осознала вдруг. Знаете, вот миг. Идет человек, ведет этого робота за поводок, а у робота согнутые ножки, вокруг идет толпа и с восторгом смотрит вот на этот процесс. То есть Мгм. вы понимаете, что в каждом из них сидит просто крепостник или рабовладелец. Понимаете, Да, они да. хотели вот то же самое сделать с людьми, но с людьми пока невозможно водить их за ошейники, да, вот так и приказывать или, так сказать, их толкать или бить. А с роботом это можно сделать. И таким образом ты реализуешь свой вот этот не реализовавшийся вот этот вот рабовладельческий свой Да. потенциал. Да? То есть в каждом из этих людей, которые хотят, блядь, в них сидит вот эти крепостники и рабовладельцы. И вот это с такой очевидностью проявилось, что, мне кажется, ну, не понять это было невозможно. Вот для этого и нужно сделать, потому что люди еще будут сопротивляться, люди еще имеют свою собственную волю, вот, и люди еще будут рассуждать, а роботы нет. Поэтому, значит, роботы должны заменить человека, а человек должен превратиться в роботоподобного существа. Ой, в Мгм. роботоподобное существо, извините. Страшно все это звучит. Казалось бы, кто мог подумать там. Понимаете, это страшно звучит, когда нам это не ясно. Если мы это понимаем, если мы это осознаем, то остановить это все в наших руках. М. Потому что все это делается с нашего добровольного согласия по нашей собственной воле. Вот, надо просто подключать все время волю и разум. Разум и волю. Чему нас учат святые отцы?
Я вспоминаю Воспринимать сразу богословие как руководство да. к действию, понимаете, а не как некую оторванную от нашей реальности сферу. Вот сейчас я помолюсь, а теперь, значит, я погружаюсь в реальную жизнь. Нет. Эти Мгм. слова, они вечные, сказаны Христом, слова, сказанные святыми отцами, они как раз вечные. Это и есть руководство для нашей жизни. А у нас, как я говорю, все время разделяют, понимаете, вот эту сферу. Церковь как бы сама по себе, а мирская жизнь сама по себе.